Окей, ну что, давайте стартовать. Ребята, всем привет! Сегодня расскажу про свой опыт, назовем его вайп-кодинга. Сейчас рублю презентацию, посмотрим, видно или нет. И застартуем. Так, я надеюсь, сейчас видно. Я врублю еще слайд-шоу, чтобы мы были полностью все вместе на экране. Видно? Поставьте какие-нибудь эмоджи мне, чтобы было веселее. И застартуем. Так. Окей, да, вижу чатик. Можете, кстати, по ходу дела тоже в чатик закидывать вопросы. Постараемся их разобрать либо по ходу движения, либо в конце. О чем история? Так получилось, что за последний год, как только я начал, погрузился в эту тему, у меня получилось за год, это не было специально, порядка сотни прототипов создать. Порассказываю про это, порассказываю, с чего начинал, какие были важные вещи для меня, какие у меня получились некоторые правила работы с этими историями, почему вообще получилось эти 100 прототипов и что я для себя вынес, какие лайфхаки в этой истории. Давайте стартовать. Если кто потом захочет еще залезть за доп. Информацию, за презентации, за прочими штуками, которые я рассказываю, welcome в телеграм-канал to do to go. Заглядывайте, он здесь по QR-коду и далее. Окей, ну что, погнали. Давайте я чуть-чуть про себя расскажу. Соответственно, какой у меня опыт? У меня опыт с разных историй. У меня есть, наверное, можно сказать, корпоративный опыт, когда я работал в таких крупных историях, которые вырастали из стартапов, большие корпорации. Это был Яндекс, где я руководил и крупными продуктами в Яндексе под 100 миллионов человек, и в Яндекс Турции, потом перешел в ВКонтакте и отвечал за треть всей соцсети, за видео, за музыку, за лайв-трансляции. И работал в супер маленьких командах, то есть в среднем, наверное, у меня во ВКонтакте было человек 5-7 всего в команде, и мы делали продукты там на 80, на 60, на 100 миллионов человек. Это меня всегда супер драйвило, да, но я понимал, что чтобы создать что-то действительно крутое, да, тебе нужны эти ребята всегда, да, даже для старта, какую-то сложную вещь создать. Потом я перешел в Skyeng. В Skyeng был директором по продуктам всего большого растущего Skyeng. Отдельно еще управлял как генеральный директор запуском Skyeng в Китае. Это отдельно веселый такой сумасшедший опыт, который был. Потом основал свою техкомпанию Product Star, как курсы для продакт-менеджеров, для разработчиков, аналитиков. Потом продал ее успешно в России. И сейчас занимаюсь крупной историей. Это мой новый проект. Называется Диалог AI. Это AI для голосовых агентов, то есть которые звонят, которые общаются с пользователем, которые могут делать продажи, закрывать сделки, и информировать пользователей. Расскажу как раз про свой опыт. С чего в целом начинался мой опыт? То есть у меня есть давным-давно какой-то опыт разработки, да, то есть я учился на технаря, но после этого практически никогда не использовал свои навыки программирования, поработав несколько лет как программист в Motorola и потом перейдя уже в менеджерские, в директорские роли в крупных IT-стартапах. И у меня всегда чесались руки что-то сделать. Иногда я делал какие-то свои небольшие поделки, но это занимало прямо килотонну времени, чтобы создать фронтенд, бэкенд, логику, все это развернуть, чтобы оно работало адекватно. И когда появился первый зачатки ChatGPT, еще там первые версии, я уже начал пробовать с ними играться. И, наверное, я бы описал это в этой картинке, как у меня происходило. Потом, наконец, докатился курсор уже, как удобная такая IDE-шка, с которой можно работать. И сколько я с ним работаю, до сих пор работаю. В целом для меня основное правило работы с LLM-ками, с разными средами, это эти две штуки. То есть первое, не бояться спрашивать, то есть не бояться выглядеть тупым. Да, потому что иногда, когда мы там работаем с командой, работаем с разработчиками, да, мы стесняемся себя, может быть, что мы не технари, может, мы что-то не знаем. В целом большинство информации в мире никто не знает. Поэтому, мне кажется, нет никакого смысла этого стесняться. Тем более, когда вы работаете с какой-то нейтрально настроенной моделью или, скорее, позитивно под вас настроенной. Просто говорит, я нифига не понимаю. Короче, эта хрень не работает. И тем более, у меня основное в голове майндсет, я плачу этому долбанному курсору $20 в месяц. Значит, он должен отрабатывать однозначно. Да? Поэтому он должен терпеть меня просто от и до. Да? Все мои скриншоты ему кидаю. Всегда, когда на него ругаюсь. То есть у меня даже были моменты, когда я включал голосовой ввод и орал на него. К сожалению, не то, что я этим горжусь. Но это помогало мне дальше двигаться по проекту, а в целом LLM не перестал со мной работать и не уволился. Это, конечно, круто. То есть первая история, не бояться спрашивать, то, что я для себя как мантру уяснил. А второй, не отставать от него, да, то есть это как такой
супер гениальный сотрудник, но в то же время и достаточно тупой моментами, да, который не всегда понимает, что тебе надо, не всегда правильно это понимает, вот, и нужно N раз повторить или попросить его перепроверить, или уточнить, точно ли он уверен в своих решениях, вот. Но, с другой стороны, это такой напарник, наверное, да, с которым мы работаем, и мне очень нравится этот майндсет, как бы разделять какое-то доверие вместе с ним, как с одним из сотрудников компании. Вот с этого я стартовал свой майндсет, когда начал работать над разными приложениями, которые создавал. Что у меня получилось за год? Да? У меня не было какой-то, знаете, там, цели создать триллиард приложений или всего прочего. Их получилось действительно много. Вот я считал, мне кажется, выходит под сотку примерно. Это и личный трекер, который мне какие-то вещи рассказывает, это AI-переводчик, потому что в некоторых странах Google Translate работает ужасно, вот, а ChatGPT работает круто, но каждый раз открывать ChatGPT это очень тяжело, задавать ему какой-то промпт с инструкциями. Поэтому я написал там отдельное приложение «Переводчик». Или нутрициолог, который помогал мне похудеть в какой-то момент и выбирать, какая еда мне нужна. Или анализ моих заметок, который у меня до сих пор как бы офлайн работает фактически на компе и переваривает все мои идеи, заметки и подсказывает мне какие-то истории и планы, например. Потом из этого начало рождаться, то есть часть этих продуктов это было, я делал исключительно для себя, то есть закрывая какие-то рутинные или нерутинные или интересные для меня, соответственно, задачи, которые мне близки. Потом из этого начали рождаться уже коммерческие продукты, да, потому что я много общаюсь с пользователями, у меня большая насмотренность, понимание рынка. И вот сначала из этого родился аватар-психотерапевт. Он вот здесь на одном из скриншотов. То есть это физическое лицо, которое с вами разговаривает, оно анимированное, вы с ним болтаете там на английском, на разных языках, и он помогает вам как бы делать, например, какие-то дыхательные упражнения, или подсказывает что-то по ситуации, или дает рекомендации, или обсуждает какие-то идеи, знает history, у него есть свой мозг, все прочее. Вот как один из продуктов, который родился. Потом еще раз дал довольно много продуктов, вот, и постепенно мы, там, появлялся техплатформа, например, которую мы запускали в Дубае, в Эмиратах, соответственно, и тестировали. И что самое классное, да, мне дало возможность намного быстрее проверять какие-то, с одной стороны, гипотезы, которые мне важны, а с другой стороны, просто улучшать свою жизнь. Это супер круто, я этому бесконечно рад, такой возможности. Вот. К чему это в итоге привело? Появился диалог AI, то есть это сервис, онлайн-сервис из агентов, которые звонят, то есть это AI-колл-центр фактически, да, то есть, допустим, в Индии есть там колл-центры, в которых десятки тысяч людей сидят и обрабатывают какие-то входящие сообщения или исходящие, там, не знаю, вы заказали себе доставку цветов, и вот вы им звоните, говорите, а где доставка? Или они вам звонят, там, доставка задерживается или еще что-то такое. Или вы оставили заявку на сайте, и вы хотите получить бесплатный урок, не знаю, в Skyeng английского языка, да, и вам нужно кто-то должен вживую позвонить, с вами обсудить, когда вам удобно, а сколько вам лет, а сколько ребенку лет, а когда можете прийти, а если у вас компьютер. Это все могут делать фактически AI-агенты, вот, которые я сам как бы с нуля, фактически без программирования, создал большую платформу, и сейчас она активно развивается, там 1000 звонков в день у нас происходит. И вот здесь даже на скриншоте есть один из примеров AI-агентов, и он сделан даже вот если вы использовали Lovable или еще что-то такое в похожем стиле или в курсоре. То есть я прямо могу поговорить с моим сервисом, и я теперь обожаю такие интерфейсы, да, то есть я не люблю нажимать теперь настройки в сервисах. Я не хочу разбираться в долбанных настройках разных сервисов. Я хочу, чтобы у меня был просто чат какой-то, в который я могу написать: блин, подключи мой долбанный телефон. Или, блин, давай, пожалуйста, рассказывай про мою скидку, там, не знаю, Черной пятницы, вот она такая-то. И пусть сама система разбирается, да, и сама мне сделает крутого агента или напишет крутой код. Да, то есть получается в том продукте, который я создаю, да, сейчас я тоже во многом повторяю тренды успешных AI-продуктов, и мне кажется, это в целом такое хорошее движение в SaaS-сервисах, когда тебе не требуется самому разбираться, анбордиться в новый продукт, в настройках этого продукта разбираться и все прочее, а ты можешь просто сказать ему человеческим языком, что ты хочешь, там, не знаю, слушай, вот у меня такая-то компания, да, не знаю, мы продаем тортики, вот, к нам приходят заявки, давай, пожалуйста, звонить людям, которые оставили заявки, и рассказывать им, когда их тортик там придет, вот данные возьми отсюда. И все, а дальше он уже сам разбирается, как будто ты поговорил фактически с живым человеком. Во многом это как раз и идея именно AI-агентов, да, которые
заменяют сотрудников, либо дополняют сотрудников, либо в паре с сотрудниками работают. Вот. Для меня как раз, как Dialog AI, это как раз такая компания, за основу которой мы взяли, что у нас для пользователей для нас это B2B компании, как раз работают AI-сотрудники. С другой стороны, мы подумали, блин, классно, что мы делаем AI-продавцов, да, но ведь можно как бы пойти еще глубже. И с этого момента у нас появилось правило AI First. То есть весь хайринг, весь найм мы заменили на найм AI-агентов. То есть кроме меня и моего партнера в компании сейчас фактически нету живых людей. Но есть AI-агенты, которые выполняют их работу. Да, то есть вот там есть разработчики, как Курсор, например, или более автоматизированные системы, которые могут написать код или могут перепроверить этот код уже какими-то другими системами. Есть разные системы, которые занимаются маркетингом и продажами, да. И так получилось, что под каждым из нас я выполняю роль как продуктовый директор и как технический директор. Мой партнер выполняет роль как SEO компании и директор по продажам. Вот. Есть и сотрудники фактически, которые на нас работают. И мне кажется, это тоже сейчас такой классный, интересный тренд, который задается на более оптимальные команды, да, на более малые команды, которые за счет AI, такой прокачки AI-powered, могут двигаться заметно быстрее. И в целом есть такой тренд, да, то есть если вы погуглите вот Lean AI Native Companies, есть отличная таблица, и там можно посмотреть, вот средняя, соответственно, здесь строка, столбец, это сколько людей в компаниях. Вот видите, там 4, 12, 20, 22, 8, 7 человек. И сколько стоит эта компания, да, там, не знаю, 7 миллионов, 50 миллионов, 100 миллионов долларов, да, то есть как бы гигантская выручка на одного сотрудника. Это интересный такой тренд, который сейчас идет, в том, что компании до 10 человек, многие стараются держаться фактически, пока они начнут стоить там десятки миллионов долларов. Это очень интересно посмотреть на эти компании, посмотреть, как они развиваются, какая в них культура, какие они продукты создают, за счет чего они заходят. Поэтому, если будет время, тоже погуглите, потом ссылку в презентации оставлю. И сам по себе вот там, термин вайб-кодинга, да, мне, наверное, не так важно, он вайб-кодинг или не вайб-кодинг, мне скорее важны другие в нем свойства. То есть для меня основное свойство это fail fast. Что это такое, да? Как бы это скорость проверки гипотезы. То есть я когда придумываю какую-то идею, какой-то сервис, какую-то новую функциональность, часто моя основная идея заключается не в том, чтобы придумать, как сделать так, чтобы эта штука работала, да, а наоборот, с другой стороны зайти. Как проверить, да, и быстрее понять или снять риски, если эта история не работает, да, то есть как можно быстрее врезаться в стену, да, и понять, что эта идея не рабочая, потому что в целом, если посмотреть в мире, большая часть продуктов, большая часть идей фактически, или продуктов, которые создаются, это не жизнеспособные продукты. Они умрут за неделю, может быть, за год. Да, фактически зависит от какого-то там финансирования, которое у них есть. И на самом деле, чем быстрее вы понимаете, что ваша текущая идея, она не лучшая, да, и вы можете это быстро проверить, тем это круче, тем это более радостный момент. Вы можете отказаться от этой идеи. Это сложное внутреннее всегда, конечно, принятие первые разы. Но вы можете от него отказаться, и этим вы освободите свое время и дадите себе шанс создать более крутую идею, которая, скорее всего, выживет. И поэтому вайб-кодинг для меня это история про fail fast. То есть это дешевая цена ошибки и огромная свобода и скорость экспериментов, которые можно сделать. Расскажу немного еще детальнее про наш кейс. Можете, да, в параллель кидать вопросы, мы их скоро разберем, когда расскажу кейс. Как у нас было? То есть вот когда мы стартовали, сама идея у нас стартовала. Вот, то есть сейчас это большая платформа для звонков с агентами, которые звонят, и customer support на разных языках, там, от индонезийского до индийского, русского, казахского, разных-разных. Вот. И в каждом есть своя региональная специфика, конечно. Работаем. Мы стартовали вообще сначала с обучающей истории. То есть у нас был такой AI-аватар, который был в телефоне, и с которым можно было болтать и тренировать селзов.
Допустим, когда вы приходите в оффлайн магазин машину, например, купить, да, или холодильник, или еще что-то, или украшения, или часы себя, перед вами живой человек, и он должен тоже как-то тренироваться, он должен знать про новые продукты компании, он должен уметь вам селзить, должен уметь задавать вам правильные вопросы, отрабатывать возражения. И я сделал такой сначала тоже с помощью вайп-кодинга, соответственно, такой тренажер, и мы с него стартовали, начали его показывать нашим клиентам. И потом мы много раз еще пивотились, и фактически я посчитал, что первые месяцы мы изменяли, супер сильно изменяли продукт, да, фактически каждую неделю. То есть фактически каждые 2 дня я создавал, ну, за день, за два, я создавал новый продукт, прям это могло быть приложение для обучения, а на следующий день это какой-нибудь веб-сервис для анализа звонков в телефонии. Я его создавал за день, за два, и у нас было 5 дней его протестировать на пользователях, понять какую-то общую идею. Готовы они покупать, не готовы. Слышат они нас, не слышат. Слишком ли это далеко от их болей или не слишком далеко. Да? И через 5 дней мы принимали решение, и чаще это было, к сожалению, отрицательное, да, негативное решение, что мы эту историю закрываем, и идем к следующей истории, чтобы у нас был шанс найти что-то стоящее. Классно, да, с появлением вайп-кодинга можно более компактными командами работать, не нужен на первое время, да. Если он есть, это супер, но часто, когда вы только стартуете, чем меньше вы денег потратите на команду, тем больше вы выживете фактически, тем больше времени у вас у самих будет протестировать идеи. Да, то есть это более компактная команда. Каждый из фаундеров у нас в команде, вот, например, Андрей, он не технический, у него нет технического бэкграунда, но он тоже смог работать. Мы разделили части, да, допустим, в Курсоре у нас был больше бэкэнд и фронтенд, а лендинги и все прочее были в Лаубле, и Андрей фактически, и часть автоматизации тоже была там. И поэтому каждый из фаундеров у нас мог работать фактически с созданием продукта, созданием кода. И как результат мы нашли продукт, который работает, который приносит деньги не за годы, как это бы растянулось, если бы у нас итерации по месяцу были бы, например, с проверкой или созданием чего-то, а фактически за месяцы. То есть вот мы прошли от таких чат-ботов до голосовых агентов, до обзвонов и до колл-центра итогового. Что по архитектуре, вот что у нас внутри, как это примерно выглядит вся история. Есть несколько блоков, можете тоже заскриншотить или потом в личку приходить или в канал. Там буду рассказывать детали. Overall, да, понятное дело, там есть курсор, как стартовая какая-то точка, из которой мы создаем код, да, которая работает с версиями, которая работает с остальными историями. Эта часть такая более, наверное, хардкодная и более стандартная история, связанная с программированием, но больше программирует курсор, который я перепроверяю разными способами. Вот. Всю логику внешнюю какую-то, у нас разные клиенты, у клиентов разные потребности. Если это вносить внутрь кода, это очень сложно. Поэтому персонализацию под каждого клиента, да, или какие-то нюансы, мы вынесли внешнюю прослойку. То есть есть как бы ядро, получается, компании, ядро кода, это то, что создается в курсоре. Есть внешние прослойки, например, это прослойка в виде N8N, куда уже отдельные интеграции зашиваются там, с какой-то CRM конкретной, или с какими-то календарями, или с какими-то триггерами, или еще чем-то таким, потому что очень просто скопировать для каждого нового клиента и какие-то изменения для него внести, не нужно писать новый код, это супер. Да? Есть, понятно, более глубокие части, связанные с LLM, с серверной историей, есть верхняя часть, которая связана с фронтендом, то есть фронтенд, лендинги, все тесты лендингов мы перенесли на Lovable, потому что так намного быстрее тестировать, создавать. И отдельно есть память, работа с этим всем, кроме серверов, это Supabase, да, в который мы складываем всю информацию по пользователям, все логи, все настройки, остальные вещи, с которыми мы работаем. И в конце я еще хотел рассказать, что в целом помогает мне развивать продукт и какие-то свои внутренние мантры, которые мне помогают драйвить эту историю и создавать AI-продукты. То, что я говорил, да, core функциональность мы оставляем в коде, всю вариативность, всю обвязку выносим во внешние сервисы, которые быстрее, там, каждый из сотрудников команды может поменять без необходимости релизов. В нашем случае это N8N. В N8N мы стараемся делать достаточно простые workflow, чтобы каждый мог с ними работать, чтобы не было путаницы.
да, иначе это такое будет уже месиво. Или когда мы работаем с Supabase, тоже стараемся, как бы, вот если есть одна таблица, там, не знаю, список агентов, в которой у нас есть другая таблица, какие-то настройки этих агентов, чтобы у каждой таблицы была какая-то своя логика. Потому что иногда, я вижу на проектах, это просто одна гигантская таблица, в которой все насовано, потом все путаются, и все очень плохо работает. Не стесняться AI как ревьюер использовать, да, я часто прошу, например, чат GPT перепроверить Клод или перепроверить то, что курсор написал. Как второе, как третье мнение приглашаю по факту несколько сотрудников-разработчиков обсудить какую-то идею или подчелленджить код друг друга. Это работает действительно классно. Вот. Это одна часть. А вторая часть, я назвал мои мантры. Самое сложное, наверное, для меня часть, это было отпустить часть контроля, потому что одно дело, когда ты сам пишешь код или твой сотрудник пишет код, у тебя есть какая-то иллюзия контроля, да, в этой истории. Когда пишешь LLM-код, у тебя ее сильно меньше. Понятное дело, есть градация. Можно контролировать все релизы LLM, да, но это всегда баланс между скоростью, с которой ты создаешь продукт и проверяешь гипотезы, и между историей про то, как бы, насколько это будет качественно, насколько это будет точно работать, фактически, насколько ты знаешь весь этот код, да. И у меня ставка всегда, когда я на этапе поиска только идеи, я полностью контроль как бы отдаю LLM-ке, да, и стараюсь про это забыть, доверяю то, что должно быть. Да, могут быть ошибки, зато я буду двигаться быстро. Когда я уже нахожу продукт, я скорее заново, возможно, перепишу продукт, по новой, с большим контролем, вернув его себе. Не стесняться спрашивать LLM, важная часть. Себя внутренне, да, как тоже у меня в голове LLM-ка. Я стараюсь спрашивать, а как я могу еще быстрее проверить эту гипотезу? Да, это запускает сам цикл, что я что-то быстро собираю, показываю пользователям, что-то меняю, еще показываю, выкидываю и повторяю этот цикл. Стараюсь бить себя по рукам, не упарываться в создании идеального продукта или даже идеального MVP. То есть сейчас на рынке есть ощущение, что скорости еще быстрее развития, еще больше команд, еще больше людей и фаундеров вышло на рынок создавать какие-то идеи, значит, нужно двигаться еще быстрее. Да? И это даже не создание MVP, а создание там, версии 0.0.1. Вот. И стараюсь где-то переучить себя и меньше думать именно про, может быть, внутреннюю логику кода, а больше думать, какой результат я хочу получить от этого блэкбокса. Вот. Вот такие у меня получились итоги моей истории. Если интересно, соответственно, заглядывайте в Телеграм-канал. Недавно мы там с ребятами собирали AI-мозг на N8N с помощью разных LLM. Вот, я туда тоже выложил for free, поэтому можете заглядывать, забирайте его оттуда. И вот, буду рад ответить на вопросы. Давайте посмотрим, что было. Мгм. Так, вижу, в чате была часть вопросов. Сейчас погляжу. Мгм. Какие из этих продуктов хорошо монетизируются? Как я рассказывал, часть, мне кажется, штук 30 продуктов. Это продукты, которые я создавал для себя. Наверное, они монетизируются чисто моим удовольствием или экономией моего времени. И есть текущий продукт, как большой продукт, который вырос как сервис. Уже это диалог AI, на котором я сфокусирован. То есть чередой итераций я дошел до этого продукта. Я думаю, для меня основной результат на текущий момент. Сгенерирую 100 продуктов норм, дальше возникает вопрос операционной поддержки, размера команды на поддержку коммерческих продуктов, на развитие, приведи пример пары инициатив с точки зрения структуры команды под ИИ продукт. Супер, классный вопрос. Смотри, у меня была идея не то, что я создам 100 продуктов, и из них 100 будет работать. Да, то есть моя была идея, что я скорее проверю там, около сотни гипотез, ну или там 50-30 в какой-то нише, и найду тот продукт, который я чувствую рынку нужен, и буду его развивать. То есть тут у меня результат, что вот нашелся продукт Dialog AI. Сейчас, как я рассказал, больше это команда даже AI-агентов, но сейчас постепенно мы набираем и людей, которые могут следить за этими AI-агентами. Вот, по росту команды. Интересная табличка про отношение оборота на одного сотрудника. Спасибо. Ага. Что за AI-мост? О чем он? Ой, я не знаю, что за AI-мост. Напиши детальнее. Тут я, наверное, не услышал. Может, я сказал пост. Есть пост. AI-мод. Мы создавали AI-бота, который можно засунуть в Telegram, который работает в Лаубле и в Телеграме. И есть мозг, с которым можно болтать. Он переводит аудио в текст, разбирает твои планы и как ассистент тебе помогает. Вот такую штуку мы создавали. Мозг
лежит в N8N, соответственно. Вот. Я его просто как шаблон выложил, поэтому, если интересно, feel free заглядывать по ссылке. Он там лежит. Да, то, что на экране сейчас. Мгм. Супер, разобрались. Где берете трафик людей для каждого продукта, чтобы протестить? У меня большая часть продуктов это было B2B, и B2B больше через LinkedIn и через холодные рассылки мы приходили, показывали людям. То есть часть я показывал знакомым предпринимателям, у которых могли подойти эти продукты. Это первая волна. Вторая волна – это в LinkedIn мы пишем людям, которых находим по разным фильтрам, например, с помощью Apple, и предлагаем им потестировать этот сервис, предлагаем дать обратную связь и поиспользовать его. Мгм. Миша, а нейронки для маркетинга какие-нибудь используешь? Вот М, непосредственно для привлечения пользователей и для коммуникации с ними. Слушай, больше для коммуникации мы используем, да, то есть у нас есть часть нейронок, вот мой фаундер использует, ну, для создания постов, но это довольно типичная история, да, то есть у нас, например, есть нейронка, которая помогает нам писать посты в блог и посты в LinkedIn, то есть и это скорее такая связка из нескольких агентов, которые мы собирали и сделали, то есть один агент, он отвечает он помогал нам контент-стратегию собирать как таковую с нашими правилами. Другой выступает как редактор. Третий выступает как человек, который находит новую информацию, как идеи, про что можно написать. Есть выпускающий редактор, такие 4 получились чувака, которые это делают, и потом они постят и собирают метрики по ним. Вот, больше с этим, соответственно, работаем. Вот. Супер, супер, понял. А, Мгм. как фаундеру, и надо ли фаундеру создавать 100 приложений с помощью веб-кодинга, чтобы найти свой диалог Слушай, один? Слушай, это вообще, мне кажется, супер вопрос. Мне кажется, сильно зависит от фаундера и от подхода фаундера. Я больше такой фаундер-стартер, который часто придумывает какие-то новые идеи. Мне их проще, наверное, придумать или проще придумать пивот. Да, в каких-то случаях, может быть, стоит сделать там более глубокий ресерч или где-то скопировать конкурентов или еще что-то такое. Мне кажется, тут есть разные альтернативные пути. Но конкретно мой внутренний устрой максимально совпал с концепцией вайп-кодинга и вот этим инструментарием, который подъехал, и здесь получился классный матч. То есть во многом, мне кажется, это рекомендация для ребят, у которых близкий майндсет, вот, попробовать так, в таком формате. А так, если у вас повезет с первого или со второго раза, это супер идеально. Это будет очень круто. Желаю всем угадать со второго раза, а не с сотого, как у меня. Спасибо, Миша. Спасибо за выступление. Было супер энергично. Ребята там даже писали, что уже собирались с конференции утекать, услышали тебя и решили, что надо остаться и дослушать до конца. Спасибо тебе за выступление, очень вдохновляющее. Круто, что нашел свой продукт, да, то есть и его развиваешь Супер, да, сейчас. спасибо. Все, на связи, ребят. Увидимся в канале или еще на других историях классной конференции. Спасибо. Да, Миш, пока-пока.